Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. В прошлых сериях цикла рассказов «На борту НЛО». Я помню только вспышку света, в тот самый момент, когда я возвращался с работы на своей машине. Меня удерживают некие силовые поля, я не чувствую наручников, пут или иного вида фиксации. По факту я был на корабле инопланетян, которые из-за каких-то своих соображений перенесли меня сюда. Они обещали мне возвращение, но произошло что-то внештатное. Подземные гроты, обиталища хищных инсектоидов заполнялись бушующими волнами огня. Если вы еще не видели предысторию, то ссылка на плейлист висит сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я начинаю. Я шел по темным коридорам брошенного инопланетного космического корабля. Страх прошел, улетучился. На смену ему пришли чувства обыденности, отрешенности и желания разобраться, в чем тут дело, спастись. Человек так устроен, может привыкнуть ко всему. Я оказался в сложной ситуации, практически безвыходной. Я обречен, но надежда в душе не угасала. Коридор был длинным, громадным, с высокими сводами. Он не напоминал коридор космических кораблей, которые я видел в фантастических фильмах. Существам, управляющим им, было присуще чувство вкуса и прекрасного. На входе в коридор была установлена барельефная анфилада из материала, на вид напоминающего гипс или пластик. Он был гладким, блестел в редких вспышках синего света, который поднимался к потолку и рассыпался искрами. Эти вспышки не вызывали во мне чувства опасности. На анфиладе было изображено громадное гуманоидное существо в комбинезоне. Существо вздело руки кверху, а над ним в едином ансамбле воцарились созвездия, множество планет и солнц, названий которых я не знал. Грандиозное зрелище, захватывающее дух. Да, мы в космосе не одни. Теперь это точно. В настоящее время нам доподлинно известно, что в космосе присутствует множество цивилизаций, о которых мы даже не представляем. Известно, что некоторые цивилизации испытывают добрые и дружеские чувства по отношению к разумным и мыслящим существам, но большинство из них враждебно. Космос подобен темному лесу или джунглям, где любое проявившее себя существо должно готовиться к немедленной атаке, а возможно и смерти. Если человечество выступит с открытым обращением к космическим силам, то неизвестно, как они отреагируют на наше обращение. Нужно быть осторожным и нужно прогнозировать эту ситуацию. Наша организация занимается прогнозированием и предусмотрением различных возможностей контакта с неземными цивилизациями. В настоящее время осуществляется устойчивый телепатический контакт с человеком, пребывающим на космическом корабле пришельцев. Космический корабль находится на Луне. Мой голос показался мне громом, разносившимся по закоулкам гигантского коридора. В самой вытянутой ротонде и длиннющем проходе не было ничего, что могло бы мне помочь. Нужно было дойти до конца, к следующему переходу. Если здесь такие громадные обходные пути, то каков же корабль? Был неясен и еще один факт. Меня похитили сюда. Зачем и кто, неизвестно. А затем произошла катастрофа, унесшая жизни гуманоидных существ, которых я совсем недавно видел воочию. Громадные гиганты, одетые в комбинезоны, полностью облегающие тело. Куполообразные сферы на головах и вполне человеческие лица, с зелеными и синими глазами. Они не проявляли враждебности, но тем не менее я был зафиксирован на белой панели, не мог пошевелиться, меня похитили и удерживали против моей воли. А потом произошел взрыв. Я потерял сознание и очнулся в брошенном корабле. Я видел их трупы, пораженные взрывом или каким-то оружием. Может быть, корабль пережил нападение. Эта мысль заставила меня вздрогнуть. А вдруг нападающие существа сейчас здесь, на корабле, ищут выживших в громадных отсеках и коридорах. Злобные, хищные, агрессивные. По факту, я же был беззащитен. Хорошо еще удалось кое-как одеться в кусок материала, напоминающего по фактуре ткань. Его я нашел в прошлом отсеке. Удалось оторвать и смастерить что-то на вроде древнегреческой тоги. Но нужно было идти дальше. Внезапно я ощутил острый приступ тошноты, в голове зашумело. Я присел у стены, представляя, какой вид я имел. В ткани, навернутой на голое тело, все хозяйство наружу. Шум в голове усилился, появился звук наподобие журчащей воды, из которого сформировался голос. Не бойся, я слышу и чувствую тебя.
Ты должен идти вперед и свернуть по кругу нишу. Я прошептал, едва сдерживая тошноту. Кто здесь? Не задавай вопросов. Делай то, что я говорю. Помощь уже близка. В мою голову начал транслироваться образ небольшого космического корабля, который выглядел как продолговатый цилиндр. Он мчался сквозь пространство и был явно внеземным. Скорее всего, некие существа знали о крушении и спешили на помощь. Каким-то образом они узнали и обо мне. Преодолевая тошноту и усталость, я встал и пошел дальше. До нужной ниши я дошел примерно через час. Идти было трудно, голос в голове смолк. Каждые 15 минут я останавливался, чтобы перевести дух. Тошнота приступами подступала к горлу, становилась невыносимой и не уходила. Я повернулся налево, но не увидел никакой ниши. Голая стена. Ну и где эта чертова? Молчи. Косни стены рукой и прикажи открыться. Я уже перестал удивляться произошедшему со мной. Я чувствовал, что обречен. Но мысли о спасательном корабле и голос в голове вселяли надежду. Несмотря на то, что чувствовал я себя реально жутко. Я коснулся стены ладонью, она была теплой на ощупь. «Откройся!» Стена не изменилась. «Откройся!» В голове проскочила забавная мысль о пещере разбойников и пресловутой фразе «Сим-Сима, откройся!». Как только я подумал об этом, стена начала растворяться. Наверное, действительно не нужно было говорить. Нужно было отдать мысленную команду. Пол ушел из-под ног, и меня будто втянуло внутрь. Это было удивительно и страшно. Я не знал, что вижу внутри помещения, но то, что я увидел, повергло меня в ступор. На полу были установлены огромные стеклянные призмы, заполненные голубоватым прозрачным веществом. В первой призме застыл неизвестный мне зверь, отдаленно похожий на обезьяну. Оскаленные длинные клыки, злобные прищуренные глаза, черная косматая шерсть. Существо было как живое, будто спало в голубом свете, но оно было мертвым. Сколько лет оно покоилось внутри стеклянной западни, я не знал. Рядом была следующая призма. В ней также было запечатлено обезьяноподобное существо, но менее агрессивное, высокое. Длинные вытянутые руки чуть ли не до колен. Во взгляде читался страх и осмысленность. Чувство пережитого, рот растянут в крике. Господи, они ведь заживо были погружены в эти призмы. Застыли в них и умерли под воздействием неизвестного вещества. Господи, как же страшно. Третья призма повергла меня в ступор. В ней находились мужчина и женщина, вполне земные, но их кожа была белой, как лист принтерной бумаги. Глаза широко раскрыты, большие глаза, намного больше, чем у современных людей. Длинные шеи, немного вытянутые головы. Я засмотрелся на женщину. Ее телосложение было идеальным, ну как на мой вкус. Округлые бедра, полные груди, плоский живот. Мужчина, напротив, был немного полным. Бочкообразная грудь и сильные руки, большие ладони. От людей их отличали и их лица, они слегка выдавались вперед, причем носы лишь слегка выглядывали из скул. Большие роты, крупные губы. В голове прозвучало: Это прародители большого рода. Это живая матрица. Адам и имя. Адам и Ева. Я прошептал: Адам и Ева? На нашем языке Адам и Ева означает рождающий разум. Это первое разумное существо на вашей планете. Первый виток эволюции мыслящих существ. Представители официальной науки не могут с точностью ответить на вопрос, откуда произошло человечество планеты Земля. Но в закрытых интеллектуальных обществах есть устоявшееся мнение о том, что наша цивилизация в допотопные времена была создана инопланетными силами. Была создана матрица, прародитель всего живого и мыслящего на планете. Эти матрицы были многократно внедрены на нашей планете. Но произошла ошибка, которая повлекла за собой уничтожение всех генетических видов на планете. Эта ошибка была решена с помощью потопа, в котором сохранились наиболее успешные представители мыслящих существ. В настоящее время проводится изыскание и изучение данной темы. Я потер виски, голос в голове усилился. Но эта матрица оказалась несовершенной. Она была изменена. Подойди к стене и положи на нее руку. Я сделал все в точности, подошел к стене, напротив стеклянных призм и положил руку. Импульс был сильным, он буквально сшибал с ног, но стена не отпускала руку.
пальцы жгло. Терпи. Жди. В голове проревело. Я воочию увидел образы, в которых громадные корабли зависли над поверхностью пустыни, над песками. Бесшумное безмолвие. Затем я увидел подводные базы, колоссальные, могучие. Это были базы инопланетян. Это ваша планета. Я пытаюсь обеспечить связь между погибшим кораблем и подводными вместилищами на вашей планете. Ты увидишь все сам. По всей видимости, мне давали увидеть только то, что было дозволено. Громадный модуль несется по волнам среди бушующего океана, волны которого поднимались выше небоскребов. Модуль захлестывало водой, но он неуклонно появлялся из волн. Вмиг волны перестали бушевать. Поверхность океана разгладилась, стала спокойной. Модуль уперся в прибрежную отмель. Из его чрева на берег выходили... люди? Нет, не люди, а эти большеротые, белоснежные существа. Это первые люди человечества, выпущенные из автономного модуля. Мы назвали его Ковчегом? на вашем языке, это звучит именно так. В голове не укладывалось. Открытый проем в стене внезапно закрылся. Я оказался в западне. Повинуясь страху, я подбежал к тому месту, где еще мгновение назад был проем. Стой, не бойся. Коридоре мгновенная смерть. Что? Как? Ты напал на наш корабль, добиваясь направленным излучением. В этом помещении безопасно. За его пределами холодный шторм. Когда это уже закончится? Снова ужас и страх, грозящий мне смертью. Я присел на край стеклянной призмы, обернулся. На меня щерилась злобная обезьяна. По всей видимости, первые неудачные эксперименты внеземной цивилизации по созданию разума на нашей планете. Мы не можем ответить точно, сколько еще продлится телепатический контакт. С каждым днем, с каждым часом он все слабее. Но эти данные будут предоставлены для изучения широкого слоя общества, для того, чтобы вы знали правду о том, что внеземные цивилизации контактируют с человечеством, посещают нашу планету, проводят эксперименты, а в некоторых случаях оказывают помощь человечеству.